Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков и гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы уже работали, не раз работали, и с новым узорчиком. Сразу же акцентирую ваше внимание, вы работаете с любой пряжей, какая у вас есть. Узорчики универсальные, подходят под любую пряжу. Ну а я в свою очередь рассказываю о ниточках, с которыми работаю я сегодня. Итак, Alize Angora Gold Simli называются. Идем дальше. В 100 граммах 500 метров. По составу это 75% акрил, 20% шерсть, 5% металлик. Нам советует производитель, берите крючок от двоечки до четверочки. Сейчас покажу, какой я беру крючок. И чтобы не забыть, называют цвет этих ниточек. Смотрите, цвет номер 40. Такой классный, яркий, насыщенный цвет. И, естественно, с металлической ниточкой. Итак, я беру крючок для этой пряжи, для моей плотности вязания, для моего результата, да, я беру троечку. Видите, буду вязать троечкой. Вы точно так же читаете инструкцию к вашей пряже, подбирайте крючок под вашу плотность, и чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 5 петелек. Давайте я наберу 6 раппортов, это получается 30 воздушных петелек. Еще одну петельку дополнительно, чтобы узорчик ровно красиво закончился. Итого я набираю 31 воздушную петельку, а вы набирайте сколько вам удобно будет. Для начала петелька фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. Так? А теперь я набираю 31 воздушную петельку. Поехали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31. Вот мой будущий образец. Далее, как и у многих узорчиках, особенно новичкам, рекомендую сделать вспомогательный ряд. Это столбики с накидом, чтобы мы не запутались в воздушных петельках. В столбиках мы точно не запутаемся. Итак, 3 петельки подъема. Раз, два, три. Накид. Отсчитываем от крючка пятую петельку. Раз, два, три, 4, 5. Ныряем в пятую петельку, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. Это будет наш столбик с накидом. Есть. Накид. В следующую петельку цепочки точно так же ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. И так далее. В каждую петельку нашей цепочки провязываем по столбику с накидом. По итогу, сколько столбиков должно у вас получиться? Ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочку. То есть, если у меня 31 воздушная петелька, значит, столбиков должно получиться у меня 31. Понятно, да? Вот, несложно. И вот так вот шагаете до конца ряда, до конца вашей цепочки. И не забывайте, что вот эти 3 петельки подъема, самый первый, который мы провязали, это имитация столбика с накидом. Считаем за столбик. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. 8 столбиков уже провязали. Вот так вот провязываем до конца ряда. Угу. И в конце ряда я вас встречаю. Несложно? Несложно. Давайте. У вас получится. Так, смотрите. Вот наши столбики. Готовы. Все ровненько, аккуратненько. Приступаем к узорчику. Итак, для начала делаем 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Теперь по узорчику мы сделаем одну воздушную петельку. Раз. Итого получается у нас здесь 4 воздушные петельки. Накид. Смотрите внимательно. Ныряем в верхушку этого же столбика, откуда провязали 3 петельки, да, подъема. Итак, вытягиваем ниточку. Раз. Не провязываем. Держим на крючке. Накид сюда же. 2. Накид сюда же. 3. И вот теперь, когда мы провязали, получается, взяли петельки и накиды, мы их провязываем вместе до 2 петелек, а потом 2 петельки вместе. Оп, понятно? Вот такой вот пышный столбик. Далее, смотрите, делаем накид, пропускаем 4 столбика. Раз, два, три, 4. И в 5-й столбик нырнули, вытянули ниточку, вот так вот подтянули. Опять будем провязывать пышный столбик. Второй раз накид, опять нырнули, вытянули ниточку. И 3-й раз накид, нырнули сюда же, вытянули ниточку. Теперь провязываем, получается, наши петельки, наши накиды вместе до 2 петелек. Раз, видите, вот так вот. И теперь 2 петельки вместе. Оп, вот наш пышный столбик еще один.
Дальше воздушная петелька. И опять пышный столбик делаем, только делаем его, получается, сюда же. Понятно? В этот же столбик. Накид раз потянули. Накид 2 потянули. Накид 3 потянули. Все вместе провязали до 2 петелек на крючке и 2 петельки вместе. Смотрите, у нас получается как бы такая вот небольшая рогаточка. Видите, раз, раз. И внутри получается одна воздушная петелька, как бы арочка. Дальше все то же самое повторяем. Накид, пропускаем 4 столбика. Раз, два, три, 4. В пятый нырнули, вытянули ниточку, подтянули. Накид второй раз и третий раз. Есть. Теперь провязали все петельки, все накиды до 2 петелек и 2 петельки вместе. Одна воздушная петелька. И опять сюда же, в верхушку этого столбика, провязываем еще один пышный столбик. Раз, два, три. Все вместе провязали. 2 петельки вот так вот зафиксировали. Все. Понятно? И у вас получаются вот такие вот как бы рогаточки из пышных столбиков. В начале ряда у нас один пышный столбик, потому что это как бы, пол рогаточки. Угу. Все, несложно, несложно. Давайте до конца ряда самостоятельно, и в конце ряда я вас встречаю. Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали наши рогаточки из пышных столбиков практически до конца, как мы заканчиваем ряд. Точно так же мы пропускаем 4 столбика. Раз, два, три, 4. И в пятый столбик ныряем и провязываем пышный столбик 1. Всего лишь раз, сюда же 2, сюда же 3. Все вместе провязали до 2 петелек, 2 петельки вместе. Далее 1 воздушная петелька. Теперь делаем накид. Ныряем сюда же, получается, в верхушку вот наши петельки, где 3 петельки подъема, да, были. И провязываем столбик с накидом. Все, вот так вот наш ряд будет закончен. И теперь смотрите, что я делаю. Вот так вот воздушную петельку и подтягиваю ниточку и оставляю ее в покое. Я переключаюсь на другой цвет. Я думаю, что вы тоже переключитесь на контрастный. И мы, получается, будем с вами провязывать следующий ряд вот от начала синего ряда. Понятно? То есть не в продолжении, а у нас будет каждый ряд нового цвета. Итак, для начала делаем вот так вот петельку фиксации, чтобы у нас ниточка никуда не делась. Так, присоединяемся. Смотрите. Вот получается, у нас здесь были 3 петельки подъема и 1 воздушная петелька, как бы имитация арочки. В третью петельку подъема присоединились, ниточку захватили и провязали как соединительная петелька. Оп, все, мы присоединились. Дальше воздушная петелька, сюда же нырнули, провязали столбик без накида. Теперь смотрите внимательно, провязываем 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. Теперь смотрите внимательно. Вот у нас получаются наши пышные столбики. Да? Наша задача опуститься вниз. У нас здесь были 4 столбика. Так вот, между вторым и третьим столбиком просто вот так вот между ними нырнули. Угу. Вытянули ниточку и провязали столбик без накида. Оп. А теперь 9 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Перепрыгиваем полностью вот нашу рогаточку из пышных столбиков. Опять опускаемся на ряд ниже между вторым и третьим столбиком. Вот так вот нырнули. И точно так же провязываем столбик без накида. То есть у нас получается вот такая вот большая-большая арочка. Сейчас покажу. Вот видите, вот такая вот большая арочка. Здесь половинка арочки в начале ряда. Здесь полная целая арочка. Опять делаем 9 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Точно так же опять перепрыгиваем полностью нашу рогаточку из пышных столбиков. Вот наши 4 столбика синего ряда. Между вторым и третьим столбиком нырнули. Сейчас. И провязываем точно так же столбик без накида. Все. И вот так вот вы шагаете до конца ряда. Не сложно? Не сложно. Все, вот такие вот большие арочки провяжите до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали наши арочки. Видите, они так вот пока отдельно от синего ряда. Как мы заканчиваем наш ряд? Точно так же у нас здесь будет, как и в начале ряда, половинка арочки. Для того, чтобы провязать половинку арочки, мы наберем 5 воздушных петелек. Раз,
2, 3, 4, 5. И смотрите, мы, получается, переключаемся вот на наш столбик с накидом. Беремся так вот за верхушечку. Оп. И смотрите, провяжем, получается, нашей синенькой ниточкой. Вот наша синенькая ниточка, как раз на нее и переключимся, да? Вот, видите, раз. Дальше будем провязывать синенькой ниточкой. Итак, для начала делаем 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Одна воздушная петелька по узорчику. Оп. Накид. И получается, мы ныряем с вами вот получается наша арочка из одной воздушной петельки синего ряда. И в то же время захватываем пол арочки белого цвета. Нырнули, вытянули ниточку, подтянули, держим на крючке. Раз, накид, два, накид, три. Все вместе провязали до 2 петелек, 2 петельки вместе. Дальше перепрыгиваем, получается, вот наша рогаточка, вот наша арочка, воздушная петелька. Мы ныряем в эту арочку и захватываем вот беленькую тоже арочку. Поняли, да? Вот, нырнули, оп, и провязываем рогатку из пышных столбиков. Раз, накид сюда же, два, накид сюда же, три. Все вместе провязали, зафиксировали. Воздушная петелька опять. И опять сюда же ныряем, делаем арочку. В арочку, вернее, делаем пышный столбик. Раз, два, три. Провязали, зафиксировали. И вот так вот шагаете дальше по арочкам наших пышных столбиков синего ряда. То есть синий ряд в синий ряд провязываете. Опять в арочку нырнули и захватываем сзади беленькую арочку. Сейчас покажу, что получится. Раз, накид, два, накид, три. Все вместе провязали до 2 петелек, зафиксировали. Воздушная петелька. Опять сюда же ныряем, делаем второй пышный столбик. Раз, накид, два, накид, три. Все вместе провязали, зафиксировали. И так далее. Вот так вот шагаете. Вот так у вас будет выглядеть с одной стороны. Так, переворачиваем. Вот так у вас будет выглядеть с другой стороны. Здорово? Здорово. И несложно. Все, давайте самостоятельно до конца ряда. И в конце ряда я вас встречаю. Договорились? Давайте. Так, смотрите, вот наши очередные рогаточки с пышных столбиков готовы. Как мы заканчиваем ряд? Точно так же, как и предыдущий. То есть у нас будет один пышный столбик, воздушная петелька, накид. И вот, смотрите, у нас был в предыдущем ряду, да, беленький ряд. Мы ныряем в него и провяжем столбик с накидом. Все, так мы закончим наш ряд. Опять сделали воздушную петельку, чтобы не распустилось наше вязание. Подтягиваем вот так вот, оставляем ниточку, переключаемся на беленькую ниточку. То есть, чтобы нам не отрезать, да. Если хотите, можете отрезать. Я буду вот так вот показывать. Итак, тут у нас, помните, да, 3 петельки подъема и одна воздушная петелька по узорчику в качестве арочки для нашей рогаточки. Итак, в третью петельку подъема ныряю, вытягиваю ниточку, край, чтобы у нас не зажулькался, ниточку сильно не тяну, свободная она у меня. Итак, воздушная петелька, сюда же нырнули и провязали столбик без накида. Точно так же, как в предыдущем ряду, мы делаем половинку арочки, 5 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5. Теперь смотрите, наша задача. Мы должны, получается, опуститься вот до нашего синего ряда. Вот, да, это вот такая вот арочка между пышными столбиками. Но мы опускаться будем не с этой стороны, а с обратной стороны. Понятно? Для того, чтобы у нас все наши, получается, арочки смотрели в одном направлении. Итак, вот мы захватываем, получается, ее сзади, видите, синенькую арочку между пышными столбиками. Вытягиваем ниточку и провязываем столбик без накида. Далее 9 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Точно так же, получается, мы переключаемся вот между нашими пышными столбиками. Вот такая вот как бы петелька, да, формируется. Опускаемся на ряд ниже и сзади, получается, захватываем эту петельку. Видите, сзади. Берем аккуратненько, вот она. Вытягиваем ниточку и провязываем столбик без накида. Понятно, да? И опять 9 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Видите? И у вас все беленькие арочки будут находиться с одной стороны. Вот, видите? Вот они с одной стороны. Все, в этом как бы единственное отличие данного ряда. Все, и вот так вот шагайте до конца ряда. Давайте самостоятельно, и в конце ряда я вас встречу.
Так, смотрите. Вот такая красота у нас по итогу получается. Сейчас перевернем, посмотрим, какая красота с другой стороны. Вот, смотрите, я уже переключилась на синюю ниточку. Так, все то же самое, ничего нового. Далее 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Гляньте, красота. Вот наши арочки беленькие. Все ровненько, аккуратненько. Одна воздушная петелька по узорчику. Так, накид. И у нас здесь получается вот арочка предыдущего нашего синего ряда. Мы ныряем в эту арочку, и автоматически у нас захватывается беленькая арочка. И провязываем пышный столбик. Раз, потянули ниточку, накид. Два, накид, три. Все вместе провязали до 2 петелек и 2 петельки вместе. Оп. Дальше, смотрите, накид. Вот, переключаемся опять наша рогаточка из пышных столбиков, нырнули в арочку, и автоматически, видите, у нас захватывается сразу же беленькая арочка. Ничего сложного. Раз, накид, два, накид, три. Провязали 2 петельки, зафиксировали. Воздушная петелька. Накид. Сюда же опять ныряем в арочку. Раз, два, три. Все вместе провязали, зафиксировали и так далее. Поняли принцип, да, узорчика? Синяя ниточка – это наши пышные столбики, наши рогаточки. Беленькая ниточка – это наши просто обычные вот такие вот рогаточки из воздушных, арочки, вернее, из воздушных петелек. Все, несложно. Единственное отличие какое? Следите просто за тем, чтобы у вас все ваши беленькие арочки были с одной стороны. Все. А так все то же самое. То есть узорчик – это 2 ряда. Один ряд пышные столбики, один ряд арочки из воздушных петелек. Пышные столбики, арочки, пышные столбики, арочки. Понятно? Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков, посмотрим, что в итоге получится. Уже видно, что будет очень красиво. Все. Провязываем несколько рядочков, встречаемся через несколько рядочков. В свою очередь я вам предоставлю сюда схемку. Тот, кто умеет читать по схемке, можете сами себя контролировать. Кто читать по схемке не умеет, обязательно посмотрите. Мы уже с вами все провязали. Посмотрите в схемке, как обозначаются воздушные петельки, как пышные столбики. И все-все у вас получится. Все, давайте встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот смотрите, в моем случае это лицевая сторона, вот такая вот красивая, изнаночка. Смотрите, вот такие выпуклые шишечки, да, на фоне вот таких вот беленьких полосочек вообще шикарно. Мне кажется, даже если вы захотите двустороннюю вещь, будет очень классно. Очень плотный узорчик, очень, вообще не тянется. Ну так вот, да, чуть-чуть тянется. А так он очень плотный получается. Красота, красота. И несложно заканчивается. Смотрите, мы как начали столбиками с накидом, так же можем и закончить столбиками с накидом. Ну, конечно, это все-таки наверняка, если летние, да, ниточки, ну, понятно, что топики, маечки. А так это, смотрите, классные кардиганы. Вертикальный, да, узор, стройнит, верно? Жилеточки, кофточки. Вы можете, конечно, делать в данные вот не беленькие, да, например, арочки, а могут быть у вас разноцветными. Точно так же у вас могут быть арочки беленькие, вот которые у меня, они могут быть одного цвета, а шишечки разного цвета. То есть на ваше усмотрение пробуйте, экспериментируйте. Из любой пряжи, шарфики, снудики. Может быть, вы так расположите узорчик. Почему бы нет? Может быть, у вас будет интересный снуд. Вот так вот будет собираться, и вот такие вот интересные у вас будут полосочки. Пробуйте. Кто вязал данным узорчиком, пишите, что вязали. Кто еще не вязал данным узорчиком, подбрасывайте идейки, что можно связать. Угу. То есть в зависимости от пряжи, какая она летняя, демисезонная, зимняя, такое же будет и изделие. Давайте замерим нашу красоту. Получается, я набирала 31 воздушную петельку. Если же, так скажем, как у меня пряжа, моя плотность вязания, мой крючок, то это получается, смотрите, ну вот 13,5 сантиметров. И тут получается, если мы будем считать по шишечкам, да, то это как бы 2 ряда. Шишечка и беленькая арочка. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Закончили 15 и начали 16. Так, это у нас получается 11 сантиметров. Видите, он не слишком высокий, но он такой плотненький. Я думаю, что в копилочку ваших узорчиков что-то интересненькое можете подобрать. А может быть и плед, да? А может быть из квадратиков, вот из таких тоже плед. По-разному расположите их. Горизонтально, вертикально, вертикально. Из разных ниточек. Сидушечки, чехлы, почему бы нет. Можете остаточки ниточек использовать. Ну, в общем, идей море. Согласитесь, да? Надеюсь, вам сегодняшнее видео понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы новинки не пропустить. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты.
Смотрите и вяжите с удовольствием в свободное время. Ну что ж, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.